33, don't do it, please. Just a pim-pim, it's try. Напишите нам что-нибудь, но бюджета нет. В Голливуде есть индустрия, а здесь ее нету. Нет, у нас это было запланировано как maybe. И я была единственная девушка. И мне это ужасно нравилось. Вот у меня Оскар, а тут, значит, Грэмми на подходит. Остановиться и прислушаться. Чувствуешь ли ты попутный ветер в задницу? Ну, понятно, она дочка Соловьева и Друбич. Вот даже слушала Софью Губайдуллину, и ей понравилось. Хорошо. Шикардос. Я вообще среди всех своих подруг самая, так сказать, скучная. Все заканчивается на фортиссимо и обрывается. И следующая композиция то же самое. Проходим? Да, проходим. Значит, прежде чем... Подожди, стой. Ты должна выбрать цвет. Зеленый. Зеленый. Конечно. Вау. Ну, это прекрасно. Скажи, Гордеевой, скажи. Ты человек редкой профессии. Как люди обычно там в метро, в поезде, в самолете реагируют на ответ на вопрос: а вы кто по профессии? Ты говоришь: знаете, я композитор. Вот что происходит в этот момент с людьми? Сразу хотят что-нибудь напеть. Вы знаете, вот мне вчера пришла такая прекрасная... Правда, что ли? Нет, что? Но на самом деле, я вот ни разу не встречала, что им сказала: ой, как скучно. То есть, когда говоришь композитор, никто, во-первых, этого никогда не ожидает. Вот я еду, как бы девочка-припевочка. Они такие: ну, а чем вы занимаетесь? Я говорю: я композитор. Говорит: правда? Это тоже бонус профессии. Мы находимся... Это первая студия звукозаписи, тон-студии «Мосфильм». Я считаю, что это одна из лучших вообще мировых студий. Но для меня это вообще место силы. Как бы. Я вообще люблю студии звукозаписи. То есть как-то я там себя сразу чувствую очень так Настоящим комфортно. композитором. Нет, не знаю, вот просто как-то очень хорошо, мне комфортно. Но здесь, можно сказать, как бы и началась вся история моя с киномузыкой. Это был первая запись моей музыки с оркестром, состоялась. Это фильм «Анна Каренина». Анна Каренина. Это была очень смешная история, потому что это вообще была первая моя работа в кино. То есть это фильм, который снимает Сергей Соловьев, твой папа. Да. В главной роли Татьяна Друбич, твоя мама. Анна Аркадьевна, тур вальса? Я не танцую. Если можно, не танцевать. Но нынче нельзя не танцевать. Но если нынче нельзя не танцевать, то пойдемте. Ну, это как-то сейчас звучит очень, что так все специально было. Ну, нет, случайно так нет. произошло. Нет, история была в том, что отец снимал Анну Каренину долго, там всякие были остановки, замораживания проекта, какие-то вообще финансовые. Ну, это же почти мистическая история с Анной Карениной. Да, практически мистическая история. И у него был, конечно, какие-то композиторы, с кем он планировал работать и так далее. И все они, естественно, говорили: давай подпишем договор, давай аванс, и тогда, значит, как-то оформим отношения. А он что-то злился, потому что непонятно вообще, будет это, не будет все. И он в какой-то момент ко мне пришел, злой такой, говорит: слушай, я вообще не понимаю, ты же вот столько лет занимаешься музыкой, ты можешь мне написать вальс? Вот мне снимать нужно через буквально, я не помню, через сколько-то. Сцена, бал, Буронский приглашает Каренину, у них, значит... Ну, это ключевая сцена да, вообще, он говорит: мне надо моя. снимать. Ну как, я не буду же снимать без музыки бал, сцену бала. Всю ночь они снимали в Питере. А тебе сколько лет? Мне, наверное, лет 19. Да. И меня что-то как-то это задело, что я действительно не могу столько лет заниматься музыкой. Он говорит: ну вот мне нужно, чтобы он так легко начинался, как-то так по-шопеновски, а потом закручивался драматически и становился уже такой, в общем, Шостакович. Я говорю: ну, я пойду попробую.
И я действительно написала этот вальс. Ему сыграл, он говорит, о, знаешь, неплохо. То есть ты написала не просто музыку, не просто мелодию на фортепиано, ты написала оркестровку. Я партитуру. написала оркестровку, как бы я же действительно много занималась музыкой до этого времени. Играла там камерную музыку, в общем, знала приблизительно, как играют все остальные инструменты, кроме рояля. Думала, ну а что, я не могу, что ли, написать оркестровку? Дальше я ее написала, и на нее посмотрела скрипка и сказала, что это вообще такое, что вы понимаете, что это неудобно играть флейтом, а это вообще... Как-то у нас с ним долго было бы это притирание, потому что вначале я пришла, и вообще девочка, действительно, пипевочка, и он как бы смотрит, уже оркестр сидит. А как скрипка? Вот как он... Ну, расскажи про него. Ну, он очень... Мы с ним потом очень подружились, он прекраснейший человек, у нас теплейшие отношения. Мы, на самом деле, с ним... Человек, который записал всю киномузыку в этой стране. Да. Мы с ним записали Анну Каренину и Асу-2. Вот, мы с ним вдвоем. И уже на Асе-2 мы была любовь и вообще морковь. А на Ане Каренину он все время говорил, он как бы, я стояла такая с партитурой, такая, он говорит, я не понимаю, а где композитор? Я такая... Я здесь. Он как будто не понимал. Он говорит, я не понимаю, где композитор? Я говорю, ну, я здесь. В общем, мы с ним долго так вот. Я не могла никак... Он не мог вообще понять, что это я композитор. И что, он переделал партитуру? Ну, мы что-то переделывали на лету. Он мне, на самом деле, помог, действительно. И мы записывали всю музыку, наверное, около... не знаю, дней 5. И уже к концу 5-го дня уже он, конечно, сказал, что вообще очень интересная работа. И вот им, в общем... Ничего, давай, работай дальше. История открытия витамина, как и многие другие важные открытия, это не только про научные достижения, но и про драму признания. В 1890 году голландец Христиан Эйкман опубликовал научную статью, связывающую сходство симптомов полиневрита у цыплят и болезни бери-бери у людей с очищенным рисом. Но объяснение этого сходства было ошибочным. Эйкман предположил, что во время обработки в рис попадает какая-то бактерия или токсин, хотя на самом деле дело было в витамине В1, который в большом количестве содержится в неочищенном рисе. Англичанин Фредерик Хопкинс продвинулся дальше и доказал, что различные белки в рационе мышей способны оказывать влияние на их здоровье и развитие. И открыл, как он выразился, дополнительные факторы питания. Ну а определение этим факторам дал польский биохимик Казимierz Funk. Он сделал еще несколько важных открытий, но главное, он ввел само понятие витамины. От латинских слов «vita», то есть «жизнь», и «амин» – азотосодержащее соединение. В итоге в 1929 году Эйкман и Хопкинс получили Нобелевскую премию за открытие витаминов, стимулирующих процессы роста. Ну а Функ остался без мирового признания. Хопкинс, правда, в своей Нобелевской лекции упомянул Функа, но заявил, что именно он был первым, кто осознал истинное значение выявленных фактов. Надежный способ отслеживать содержание витаминов в крови – примерно раз в полгода сдавать анализы. Я, например, регулярно делаю это в одной из ведущих медицинских компаний России «Инвитро». У них очень понятное мобильное приложение, в котором можно даже заказать услугу сдачи анализов с выездом на дом и уже на следующий день получить результаты. Это очень удобно. Вся история хранится в одном месте. Легко отслеживать в динамике важные показатели и отправлять их в мессенджер или по почте своему врачу. У «Инвитро» более 2500 видов лабораторных исследований и более 1600 медицинских офисов, расположенных по всей стране, с международным уровнем качества и удобным сервисом, расположенных прямо рядом с вашим домом. Осенью, например, особенно актуальный вопрос – анализ на витамин D. Вот так будет выглядеть ваш результат в личном кабинете. Все максимально подробно, с деталями о допустимых нормах в крови. Разберется даже человек, далекий от медицины. Переходим по ссылке в описании и не забываем периодически сдавать анализы. А по промокоду Гордеева21 получаем скидку в 45% на анализ уровня витамина D в крови. Скидка действительно до конца октября и действует в любом медицинском офисе «Инвитро» по всей России. Кто
Кто самый главный человек для тебя в профессии? Кто дал тебе вот этот волшебный пинок, о котором мечтает любой человек? Если я правильно понимаю, когда ты переехала в Лос-Анджелес, ты познакомилась с Марко Белтрами. И вроде как это твой проводник в профессию, но, может быть, и нет. Мне повезло вообще в жизни. У меня много было таких проводников, начиная с Исако Шварца, который, конечно, был первым вообще человеком, начавшим разговор со мной о музыке и о композиции. А он, в свою очередь, был, можно сказать, учеником Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. То есть как бы у меня есть некоторая такая наследница по прямой. Дальше у меня был в Германии, когда я училась, педагог Франц Массингер, который в свое время был учеником Артура Микеланджело, выдающегося пианиста. Тоже, можно сказать, видишь, такое родство есть. И, конечно, в Л.А. я начала работать с Марко Бельтрами, который в свое время учился у Джерри Голдсмита. На минуточку. Знаешь, как? Вот такая родословная. Но Марко – это тот человек, который вел до последнего времени тебя с собой. С Марко получилась очень интересная, даже кинематографичная история. Я в 2011 году приехала учиться в университет Южной Калифорнии. И буквально на вторую или на третью неделю у нас мастер-класс с композитором Марко Бельтрами. Он пришел, дал какое-то задание всему потоку. И на следующий день мы пришли и как бы представили, обсуждали, кто что сделал. И почему-то моя работа ему как-то... Не обесценивая свое творчество. И моя работа ему. Да, ему как-то она, честно говоря, больше всех понравилась из класса. Ну и, собственно, закончился мастер-класс, и закончился. Дальше я отучилась, получила диплом. И буквально через полгода или год я встречаюсь с ним на парковке, действительно, вот как в голливудском кино. Встречаюсь и была уверена, он меня не вспомнит. И как бы просто мы столкнулись глазами. Я по инерции сказала: «Здрасте». Он говорит: «О, здравствуй, я помню, ты Анна, да ладно. Анна из России». Я говорю: «Она самая». И дальше он как-то, такой у нас был небольшой разговор. Он говорит: «Ну, что ты делаешь?» Я говорю: «Да ничего пока особенного не делаю». Он говорит: «Ты знаешь, я тебя позову работать с собой в команду к себе». И разошлись. Я подумала, что поболтали мило. И на том спасибо. Уехала в Москву. Был канун Нового года. Сижу, смотрю. Иронию судьбы. Вдруг приходит мне имейл. Он говорит: «А ты где? Я тебе звоню, у тебя автоответчик. Я вот имейл твой нашел. Ты работать хочешь? Приезжай, кино-то начинается». Я, совершенно очумевшая, действительно хватаю первый попавшийся билет. Лечу в Лос-Анджелес. И мы с ним начинаем работу на первый... Это был сериал датский, 1864 год. Мы с ним так начали работать. Уже сериал вышел в 2014 году. То есть уже... Но там тебя нет в титрах. Там меня нет в титрах. Я лет 5 работала у него, так сказать, подмастерьем. Это то, что называется литературные негры. Я не знаю, можно ли в присутствии жительницы Лос-Анджелеса так говорить. Я была литературным музыкальным негром. То есть он мне оплачивал мою работу. Дальше я была в братской могиле в категории Additional Music. Это, с одной стороны, распространенная практика, а с другой стороны, настолько он потрясающий человек, Марко, что как-то у нас сложились дружеские отношения, и вот так он меня звал из проекта в проект. Параллельно я работала здесь на огромном количестве. Тут нужно понимать, я не знаю, может быть, там зрителям надо пояснять, что Марко Белтрами написал не только музыку к фильму «Матильда», ну, например, и к «Крику», и к «Войне миров», и к... Да, «Повелитель бури» был номинирован. Да, и к «Крепкому орешку». «Крепкому орешку». Ну, и много чего еще. То есть это такой очень известный, крутой голливудский композитор, кинокомпозитор. Да, он такой, так называемый A-list композитор, и у него... A-list? A-list, Это серия А, как в футболе. Да, А-лиги, я не знаю, как сказать. И я начала у него работать. Причем это тоже интересно. Он видимо, смотрел за моим каким-то взрослением, не знаю. То есть он как-то следил, что я делаю. И в какой-то момент действительно так и произошло. Он понимал уже, что мне, наверное, нужно как-то помочь в становлении. И он говорит мне: «Ты знаешь, я найду кино, где ты будешь не в братской могиле, а где
мы с тобой вдвоем напишем музыку, и, значит, ты появишься в титрах большой американской какой-то картины. Что действительно для Америки, в общем, ключевой момент, потому что российские заслуги, конечно, я могла всем рассказывать, что я написала такую картину, такую, но большинство людей их там не смотрели. И поэтому это, в общем, важный такой этап. И действительно, Марк в какой-то момент звонит и говорит: знаешь, мне сейчас звонил мой друг Гильермо Дель Торо, предлагал работать на его картине. Он продюсирует фильм, называется «Страшная история для рассказа в темноте». Но я очень занят сейчас и совершенно не могу заняться этой историей. Ань, кто тебе сейчас поверит? Да, действительно. Мне звонил мой друг Гильермо Дель Торо, но я ему сказала, что я очень занят и не могу ответить на его звонок. Да, причем это все всегда происходит в момент, когда я там, например, загружаю посудомоечную машину или там где какой-то там готовлю ужин для детей. Вот то же самое было очень смешно с «Золотым орлом». Когда было вручение «Золотого орла», меня на самом деле не позвали даже на церемонию как-то. Я, то есть, узнала где-то, что я номинирована. Ну, я думаю, ну и ладно. И дальше, значит, разница во времени, я в Лос-Анджелесе разбираю утром посудомоечную машину. Вдруг получаю СМС от Валерия Петровича Тодоровского. Он говорит: Аня, поздравляю, орел ваш. Я такая: какой орел? Не, подожди, давай, Гильермо Дель Торо. Да. Что он тебе звонит, ты загружаешь по-прежнему посудомоечную машину. Как это обычно с тобой бывает? Бесконечно, говорит. И предложил мне, говорит: давай такой, у нас будет с тобой сценарий. Начнем работать. Если все нормально, ты пишешь музыку, им нравится, они ее принимают, мы с тобой в титрах вдвоем. То есть Марко Бельтрами и Анна Друбич. Я согласилась на такое предложение. И дальше действительно в какой-то момент мы пошли смотреть первую сборку в небольшой просмотровый зал на студии, по-моему, это был Paramount или нет, я не помню где-то. Дальше, где сидел Гильермо Дель Торо, пришел со своей прекрасной дочкой, которой было там, я не знаю, 12 или сколько-то лет. Вот сидит Гильермо Дель Торо, мы здесь с Марко, и здесь сидит и режиссер, потрясающий норвежский режиссер Андреа Вредаль, для которого это тоже в некотором смысле дебют, потому что это первое его большое студийное кино американское. И дальше Гильермо смотрит вот эту первую совершенно режиссерскую сборку, которая мне уже тогда, должна сказать, показалась хай-классом. Заканчивается просмотр, он поворачивается к нам всем, говорит добрейшие слова похвалы Андре, говорит, что это вообще один из лучших первых director's cut, так сказать, первых сборок, которые он когда-либо видел, и какой молодец, какие все молодцы. И дальше он начинает посекундно говорить, что нужно заменить, переозвучить, доснять, перемонтировать, значит, какой-то там монстр какого-то, значит, ему это убрать. Меня это произвело такое впечатление, и я поняла, что это вот настоящий режиссер. Режиссер. Исаак Шварц, великий советский композитор. Откуда он взялся в твоей жизни и как на тебя повлиял? Ну как, во-первых, Исаак Шварц очень долго работал с отцом. Они сделали папину первую картину «Предложение». Потом уже был Егор Балычев и так далее, и так далее. И они вообще всю жизнь очень дружили. Я занималась с детства исполнительством. Не было никаких идей по поводу композиции, но я все время что-то как-то бренчала, что-то зависала во время занятий, что-то свои какие-то там придумывала штуки. И в какой-то момент отец заканчивал картину о любви. И, значит, что-то я прихожу к нему, там мы с ним видимся, а у него дома стоял рояль папы. И я стою, бренчу как-то так. Он говорит: а что ты такое играешь? Я говорю: ну, это как бы не знаю, какая-то штука такая. Он говорит: а ты знаешь, вот давай завтра приходи на Мосфильм, я тебе поставлю, там у меня кусочек есть, а там какая-то такая скучающая вот помещичья жизнь. И вот ты мне, вот я тебе поставлю, а ты вот посмотри, вот как-то там, попробуй, поиграй вот эту бренчаницу. Мне было лет 15 или 16. Я пришла, я даже помню, она как бы как-то такое, как бы она такая была действительно заунывная. Она как
как бы такая повторяющаяся, и ну, как бы она такая какая-то настроенческая. Классная. Ну вот, и он, значит, и я пришла, что-то вот такое вот бренчала, импровизировала, и он как-то тогда первый раз говорит: слушай, ты знаешь, у тебя очень хорошее чувство вот изображения с музыкой, как оно, ты как-то правильно попадаешь. И тогда как раз он, видимо, то есть такой у него был какой-то режиссерский ход, он позвонил Исакощу, говорит: Изя, слушай, Анечка, вот что-то она там... Изя, Анечка. Изя, Анечка. Ну да, нет, Исакощ меня с детства знал, и вообще и маму он очень мою любил, и все. И он, значит, говорит: давай она к тебе поедет летом на дачу. Посмотри, там, поиграй, позанимайся с ним, ну, как-то пообщайтесь, ребята. А Исакощ как раз считал, что женщина не может быть композитором. У него было точное убеждение. Он говорил: Анечка, ты очень способный человек. Ну пойми, женщина не может быть композитором. Я к нему почему? Ну, он так считал. Я к нему действительно приехала на дачу в Сиверск, в поселок Сиверский под Питером. И мы провели с ним вот это незабываемое лето, где у нас тоже была такая помещичья жизнь. Мы утром вставали, долго очень завтракали, очень плотно. Потом мы шли гулять в лес. Потом мы возвращались. То есть ты композитор Шварц? Да. Мне 16 лет, а ему было уже 80, да, мне кажется. Он в 2009, по-моему, году ушел. Да. Да, он в 2009-м. Ну вот практически это было 2000 год, то есть буквально там какой-то... И мы с ним слушали всякие партитуры, сравнивали, у него была огромная коллекция пластинок, и все было так ухоженно, и очень он к этому трепетно к всему относился, и мы слушали, сравнивали там, исполнение Третьей симфонии Брамса, как исполнял Менгельберг, и там это, или там Бруно Вальтер, и, в общем, вот такое у меня было, знаешь, в 16 лет невероятное погружение. Дальше вы просто слушали? Нет, мы слушали. Дальше он мне давал что-то написать, но у него был такой сильный, как бы его авторский стиль, да, что это смешно, потому что к концу лета я, в принципе, вернулась домой с тетрадкой сочинений Исакоща Шварца. Он говорил: нет, это все не так, это не может быть. Но это было совершенно действительно, он мне какие-то такие вещи говорил, ну, правильные. А как родители отпустили 16-летнюю девочку В смысле? к дядечке? Ну, что это такое? А новая этика, вот это все. Какая, вот моего папу знаешь? Знаю, новая этика. Не, ну, во-первых, Исакощ жил на даче, у него жена вот Тоня прекрасная, она прям все для нашего творческого, значит, общения, она как-то очень способствовала, готовила нам, значит, вот мы там прям вот за ним, прям как настоящие художники жили, ни о чем не заботились. Мороженое хочешь, тебе пойдут купят мороженое. Мы с ним все время ели. Я поправилась, поэтому мы все время ходили, мороженое в лесу ели. В общем, было классно. Важное признание. Я очень люблю пингвинов. Мне кажется, что это самые удивительные птицы в мире. Они способны выживать практически в любом климате, от тропиков до тундры. А процесс взросления у некоторых видов пингвинов очень напоминает подростковый период у людей. Например, хохлатые пингвины. Обычно родители этого вида проводят с только появившимся из яйца птенцом только первые 60-70 дней, а потом вскоре после линьки пингвина уходят вообще. И еще не окрепшие пингвины остаются совсем одни, предоставленные сами себе. Дети в подростковом возрасте очень часто оказываются в такой же ситуации, даже если они живут в семье. Новый сериал «Пингвины моей мамы», который выходит в онлайн-кинотеатре «Кион», как раз раскрывает эту тему. Режиссер сериала, моя любимая Наталья Мещанинова, одна из первых героинь «Скажи Гордеевой». Наташа, привет! «Пингвины моей мамы» – это история 15-летнего Гоши, который хочет стать стендап-комиком, чтобы справиться с психологической травмой. Его родители за последние годы взяли несколько детей из детского дома и совсем перестали уделять внимание родному сыну.
Еще в онлайн-кинотеатре много других оригинальных сериалов. История великого русского шансонье Вертинский, арт-триллер «Коса» и проект «16+», альманах про молодое поколение и самые важные для них темы. А для детей есть специальный детский профиль с безопасным контентом. По промокоду Гордеева Кион можно стать абонентом онлайн-кинотеатра Кион и получить 2 бесплатных месяца доступа ко всему контенту Киона. Отличная возможность не только посмотреть «Пингвинов моей мамы», но и другие оригинальные сериалы, новинки кинопроката и просто хорошие фильмы из библиотеки онлайн-кинотеатра. Скачиваем Кион на свои мобильные устройства, телевизоры и приставки, включая Apple TV, вводим промокод и наслаждаемся просмотром. Чему самому главному он тебя научил? Не то, что он не любил весь авангард, но он как-то к нему очень относился скептически. Он считал, что вот эти все какофонии, вот это все, конечно... Он считал, он говорит, я это могу сделать на раз, два, три. Вот просто вот скажи мне, я вот возьму... И он То есть Вайнберга все вот это? Ну, Вайнберг или там Штокхаузен или кого-то. Ну, то есть он как-то все время Лигeti там... Ну, конечно, он понимал, что это выдающиеся композиторы, но как-то он так, он говорит, поверь мне, вот это все можно сделать. А написать действительно красивую, свежую мелодию, это так сложно, и это действительно такое большое счастье и настоящая радость для композитора. И как бы если ты это умеешь делать, то действительно, вот, то это ты большой молодец. Но при этом у него тоже были гениальные такие истории, что отец что-то приехал какую-то музыку у него принимать или слушать, и он слушает, говорит, Изя, мне кажется, я где-то это уже слышал. И Сокольчик говорит, сынок, только такой мудак, как ты, может не знать, что в музыке 7 нот и комбинации их строго ограничены. Если ты закроешь глаза и вспомнишь то лето, какая у тебя музыка в голове возникает? Мелодия «Белой ночи». Его, вот она, вот эта, которая там идет-то. Вот именно. Давайте. Чуть-чуть, да. Ну, в общем, там что-то... Ну, короче, не помню. Я прям сразу вижу все. Вот Ну, видишь волшебную силу музыки. Волшебная сила музыки. Мы находимся у консерватории, в которой ты не училась. Нет. Но у тебя вся твоя исполнительская карьера шла к тому, чтобы ты здесь училась. Ты в 8 лет начинаешь заниматься музыкой, и в 12 ты уже выступаешь где? Ну, вот здесь, в большом зале. В большом зале консерватории. Почему ты не стала учиться в России, хотя при этом тебе преподавала Лисо Версаладзе? Занимаюсь у Лисо Константиновны. У нас... Это легко было заниматься у Версаладзе? Нет, это было нелегко мне особенно. И я могу сказать, что она выдающийся педагог и пианист. Но у нас, могу прямо сказать, отношения не сложились. И к моменту, когда я должна была поступать уже в какой-то... Подожди, а почему не сложились? Потому что она тебя не понимала или тебе не шла ее манера преподавания? Мне кажется, что я к ней, наверное, очень рано поступила, потому что, конечно, 12-13 лет это было для меня рановато. То есть какие-то, наверное, студенты у нее могли учиться. Мне было это тяжело, я не очень понимала, что она от меня хочет, как бы. И уже к 16 годам было понятно, что как бы у нас не складывается, но при этом был такой вопрос в воздухе, а как же дальше? А Лисо Константиновна преподавала в Московской консерватории и в Высшей школе музыки в Мюнхене.
И все, Константин сказал, ты знаешь, вот можно поступать в Московскую консерваторию, а в Мюнхен, к сожалению, в этом году у меня нету набора, у меня там класс уже переполнен, поэтому мне новых студентов не дадут. Но если ты хочешь, то можно, я могу тебя посоветовать моему другу, прекрасному профессору Францу Массингеру. Мы едем прослушаться к Францу Массингеру, и он говорит, да, значит, какая способная девочка, трали-вали на рояле, ой. И, значит... Трали-вали на рояле, такого я еще не слышала. Да, девочка хорошая, значит, ну, давайте, вы, если поступите, я с удовольствием вас возьму в свой класс. Говорит он эту фразу, мы как бы ее понимаем, что хорошо, надо поступать. Я готовлюсь, приезжаю в июнь, и мы, значит, стоим возле этого зала, где проходил экзамен. Идет Франц Массингер. И мы как бы по инерции сказать «здравствуйте», мол, ну как, мы же... И он на нас смотрит абсолютно говорит «здравствуйте, а вы кто?» Мы такие, как, вот вы не помните, я там в марте... А мы, это ты с кем там? Ну, я с мамой приехала. Ты с мамой приехала. Он как бы делает вид, что он нас вспомнил. На самом деле абсолютно понятно, что вообще даже приблизительно не помнит, кто мы такие. Он говорит, ну, удачи. И мы, значит, заходим в зал, я играю, и тогда вот я поступила. Он меня действительно взял в свой класс, потому что я написала потом в бумаге, что если я поступлю, хочу учиться у него в классе. И это были лучшие вообще годы моей жизни. Мне кажется, что как только я уехала, вообще на самом деле я совершенно по-другому начала дышать, играть, развиваться. Это вот очень правильное было решение. Почему? Понимаешь, когда ты живешь в городе Москве, да, и у тебя какие-то действительно занимаешься целыми днями на фортепиано, ты репетируешь, играешь все эти всевозможные детские конкурсы, фестивали. Но любая твоя удача, и даже неудача, сопровождается фразой «ну, понятно». Дочка Друбича Соловьев. А ты как понимаешь, что... Ну и потом главное, что... Мне кажется, что люди вообще, которые когда-либо встречались с моими родителями, понимают, что это абсолютно вообще не про них. Что там идти, знаешь, там, типа договариваться, просить, хлопотать за девочку. Нет, это вообще как бы не туда. И когда ты с этим живешь, то у тебя начинают шарики за ролики заезжать, и ты как бы думаешь, а может и правда? А тебе это прям в лицо говорят? То есть ты выиграла конкурс Бетховена, правильно? Да. И вот ты получаешь первое место, а тебе при этом говорят, ну, это все понятно, вот вам первое место, но вы, конечно как же... бы ты все время это ощущаешь, потому что это был вот конец 90-х, такая все равно еще была вот эта советская школа, пробиться детей, значит, значит, всех учить музыке, чтобы потом пробиться и трали-вали, поэтому конкуренция была очень сильная. Всегда ты как бы все равно где-то в коридоре слышно, ну, вот прошла она, ну, вы же понимаете. И когда ты попадаешь в другую среду, вот в Германии, там никто не знает, ни кто такая Татьяна Друбич, никто такой Сергей Соловьев, вот просто с чистого листа. Ты вдруг понимаешь, а ты на самом деле можешь играть, а тебя там отбирают, ты проходишь, тебе что-то говорят. Как живет девочка, зная, что ее мама Татьяна Друбич одна из самых красивых и загадочных женщин в этой стране. Прекрасно, тоже любовь. Но она же идеал. Идеал. Ну, у тебя были какие-то комплексы, связанные с этим? Знаешь, все время все в детстве все шутили, когда на меня смотрели, говорили, красивая как папа и умная как мама. Так что я с этим выросла. А ты по поводу своей внешности критична? Это важно для тебя, как ты выглядишь? Композитору можно не быть красивым, ему не нужно быть худым, ему не нужно быть молодым. Не обязательно должен быть умным, в принципе. Единственное, что может быть хорошо, чтобы он был все-таки интровертом. Мне кажется, вот это важное свойство для композитора. А почему? Ну как, без тишины нельзя ничего написать. Это мне говорит мать двоих детей? Ну, вот поэтому и говорю, знаю дело точно, проверено на опыте. Слушай, а ты до появления детей больше написала или больше после появления детей? На самом деле, до появления детей вполне успешно, ну, получалось у меня совмещать композицию и исполнительство. Но потом, как только у меня родилась Саша, дочка старшая, Александра,
то я поняла, что все, выбор сделан. И, естественно, в пользу композиции даже никаких вопросов не было. Потому что вообще заниматься я никогда не любила. Вообще все началось самое интересное после появления детей. Ну, кстати, еще есть, знаешь, стереотип, что композитор не должен быть счастливым. Но чтобы было творчество, ты же должен страдать все время. Ну, конечно. Я тоже с этим согласна. Потому что музыка для меня, она действительно вам является и терапией, и каким-то уходом, и как-то, я не знаю, на самом деле, мне вот отец сказал, когда-то тоже один из его советов был, что в любой непонятной ситуации жизненной занимайся своим делом. И для меня это тоже какая-то уже мантра, потому что много еще в жизни бывает переживаний, естественно, все же. Как только я начинаю работать и вот в это уходить, сразу это все как-то мне становится легче дышать во всем этом. А как может прийти музыка? То есть ты можешь укачивать, не знаю, ребенка, кормить его кашей или разучивать с ним азбуку, и в этот момент к тебе приходит мелодия? У меня есть некоторые истории, когда музыка приходит во сне. Музыка всегда приходит в бессонную ночь в 5 утра. И что ты делаешь в этот момент? Я ее как-то запоминаю, записываю. Что ты поешь в iPhone. Да, у меня бывает, если я где-то, она приходит, напеваю в iPhone, потом сажусь, начинаю. Иногда прослушаю полная фигня, а иногда какие-то, иногда что-то наиграем. У нас, у людей пишущих, есть правило, что пиши пьяным, редактируй трезвым. Музыку можно написать с пьяну? Можно. Но почему-то по трезвой она не такой, кажется, прекрасной. Твои родители развелись, когда тебе было 5 лет. Что ты про это помнишь? Твои ощущения... Я сейчас не пытаюсь поговорить об их отношениях, я пытаюсь поговорить о твоем взгляде. Что чувствует ребенок, родители которого, 2 огромные творческие личности, расходятся, и он вынужден между ними жить? Ты знаешь, я, честно, этого момента не помню как разрыва, потому что, когда родители были вместе, у отца была отдельная квартира, в которой он писал сценарии. И вообще, можно сказать, что и тогда была некоторая жизнь, что отец работает в той квартире, а мы там с мамой в этой квартире или как-то так. Поэтому вот этого, что я вдруг в один день поняла, что, о, боже мой, мы больше не живем все вместе, этого никогда не было. Дальше... Слушай, да они на самом деле никогда так и не разошлись. А что? Каждый день все созваниваются, все обсуждают, кто как себя чувствует, какие планы там на папин день рождения, или так далее, или так далее. Как там девочки. То есть это какая-то такая просто была более выбрана, удобная для их жизни форма жизни, понимаешь? То есть есть что-то большее, чем любовь? А разве это не любовь? Есть что-то большее, чем семейная любовь? Конечно. Что? А семейная любовь, семья – это… Мне кажется, что семья и любовь – не обязательно синонимы. Любовь – это любовь, а семья – это… В семье как очень сложно. Там самое большое мастерство и искусство не мешает друг другу жить. Это же далеко не все это могут. А мне кажется, у родителей это, в общем, получается. После развода тебе нужно было выбирать, кого ты любишь больше? С кем ты хочешь проводить больше времени? С кем ты живешь? Нет. Какие-то сверхродители. Почему? Да разве? Но да. Мне кажется, что вот у меня тоже такие отношения со всеми. Ты еще не развелась? Да, но на самом деле нет, конечно, нет. Я помню, я ездила с отцом, мы ездили снимать «Дом под звездным небом». Это как раз была моя первая поездка в Америку. Мы жили в квартире Ричарда Гира. И это тоже такое. Вот это я помню. Я была протекция в Голливуде. У тебя есть детские фотографии с Ричардом Гиром. Да, очень смешно было, когда я надумала поехать учиться в Лос-Анджелес. Отец говорит, ладно, первый раз в жизни что-нибудь такое позвоню.
говорит, давай я тебе дам номер Ричарда Гира. Вот ты с ним встретишься. Хорошо, хоть не письмо от руки написал, как Д'Артаньян. Да, говорит, вот дайте номер, позвони ему. Если дозвонишься, то... А ему было действительно не просто дозвониться. И мы с ним встретились в городе Нью-Йорке. Какая-то была очень странная действительно встреча, потому что он откуда-то куда-то переезжал или что-то такое. В общем, вечером он пригласил меня встретиться в какой-то лобби гостиницы, и он сидел такой потрясающий абсолютно вот дедушка уже, ну, как бы Ричард Гир, и такая же от него идет энергетика Ричард Гир, но он же как бы дедушкой. И он говорит, ну и что ты, типа, ты куда собираешься? Я говорю, ну вот в Лос-Анджелес. Он говорит, ненавижу Лос-Анджелес. Это все, что он мне сказал. Мы с ним очень весело похохотали, обсудили что-то, и он сказал, ненавижу Лос-Анджелес. На той фотографии, где ты с Ричардом Гиром, там еще есть Синди Краудфорд. Да, они тогда были вместе. С ней ты встречалась? Ей было когда-то? Нет, я уже перестала. Помните, я та девочка на фотографии? Нет, но я помню, на самом деле, она, конечно, была очень красивая. Я прям помню, мне было, наверное, лет 5, а может 4, я как-то все равно помню. И есть смешная история, не знаю, правда ли это или нет, что когда она от него уходила, от Ричарда Гира, у них там в прихожей на столике была фотография вот как раз наша совместная, где там я, папа и они. И она, хлопая дверью, взяла эту фотографию. Что, не знаю, может, это какая-то... Да, на этой фотографии Анна Друбич. Не, ну говорят, что... А ты забирай имущество. Может быть, ей... Почему? Они, по-моему, очень хорошо проводили время в Москве, когда они приезжали на фестиваль. Хорошо, с папой ты ездила на съемки «Дом под звездным небом», а что ты делала с мамой из важного? Все. Вся жизнь с мамой. Мама самый важный человек в твоей жизни? Да. Но мама действительно какой-то мой очень ближайший друг, и которому, там, если я даже иногда что-то сочиняю, и у меня есть какие-то сомнения, там, мне кажется, что, может быть, я всегда отправляю ей послушать. И она мне тоже какие-то дает комментарии. И мне кажется, что они всегда точные очень. Для меня это ценно, я понимаю, что у меня есть как бы собеседник всегда. Если бы ты музыкой пыталась представить свою маму, то что бы звучало? Ой, музыкой... Это очень сложный вопрос. Я не знаю. У меня, знаешь, мама... Я тут видела в соцсетях какую-то картинку, что-то картинку не помню. Мне очень надпись понравилась. «Человек тонкой, душевной, запрещенной в России организации». Вот я поняла, что это абсолютно про мою маму. Вот я не знаю, как это озвучить. Человек тонкой, душевно запрещенной в России организации. Я на самом деле сейчас не сыграю ее, потому что я ее не так хорошо помню. Хотя бы скажи. «Однажды в Америке», где Дебора танцует в пыльных мешках. Я сейчас ее не вспомню, как она даже идет. Да. Где она заводит вот этот патефон. Папа, что-то из... Не знаю. Ну да. Вот это папа. Интересно как. Я не знаю. Ну какой еще папа? А ты бы какого папу? Ну, хороший папа. Нина Рота. Нина Рота, да. Вот. Есть эти вот такие музыки, которые приклеивают уже абсолютно к кино, и ты их не можешь отлепить уже. Ну, папа, наверное, вот «Мелодия белой ночи». А там, по-моему, Овчинниковская музыка или тоже Шварц? Нет, тоже Шварца. Это было из-за тоже белого «Мелодия». Ты была стипендиатом фонда Спивакова и фонда Владимира Крайнева. Да. Это было еще здесь, в России, или уже там, в Германии? Нет, еще здесь, в России. Ну, слушай, во-первых, я как бы действительно с раннего
возраста очень любила заниматься музыкой, и это меня очень интересовало. И говорят, что там я вот, будучи ребенком, сидела, совершенно не замечала. Могла одна сидеть там по 5 часов, играть что-то там, что-то. И при том, что мои родители, как бы, особенно мама, она совершенно не хотела, чтобы была музыка. Для нее это был просто ужас, что я занимаюсь музыкой, что у меня какие-то, получается, там, значит, происходят успехи, и я, естественно, к этому больше привязываюсь. И вообще это как наркотик сцены. Я выхожу тут, играю концерт там. Мне уже кажется, что как бы, ничего другого в жизни прекраснее представить невозможно. Она очень переживала. И она как бы не хотела, и все время меня отговаривала, и надеялась, что в последнюю минуту, может быть, я все-таки одумаюсь. Ты станешь все-таки артисткой? Нет, врачом. Ну понятно, в вашей семье-то, конечно, врачом. Только один выход. Ну да, врачом. А что ты можешь вообще сказать про русское образование музыкальное? Могли ли бы тебя, если бы ты поступила все-таки в консерваторию, могли ли бы тебя научить композиции в том смысле, в котором тебя научили в Мюнхене, а затем в Лос-Анджелесе? Ну, во-первых, в Московской консерватории и вообще в России до очень недавнего времени не было образования киномузыки. То есть она здесь была только академическая музыка, композиция, да, и люди, которые интересовались киномузыкой, они должны были сами как бы на кухне начинать изучать какие-то программы, какие-то софты и так далее, и так далее. То есть, по-моему, сейчас есть курс в Московской школе кино, который, там, я не знаю, может, существует 2-3 года. В то время, конечно, всего этого не было. Мой отец, он очень редко давал мне какие-то советы. То есть вот представить, что он там со мной садился и говорил: давай, Анечка, Поговорим о жизни. Поговорим о жизни, это вообще не было. Но все его советы, они как-то очень сильно запоминались. И я помню, что один такой был, я еще была ребенком, и какое-то было переживание, что я что-то куда-то не прошла или не выиграла, или какой-то конкурс. И я, значит, расстроилась и все хотела доказать, что я не верблюд. Вот. И он как-то следил за моим. Я такая: вот, я еще позанимаюсь, я еще там справлюсь. И он в какой-то момент так говорил, знаешь, он говорит: Ань, то, что ты вот такая трудолюбивая, целеустремленная, это все очень хорошо, очень это важно. Он говорит: но еще очень важно иногда в жизни остановиться и прислушаться. Чувствуешь ли ты попутный ветер в задницу? И я помню, что вот этот совет, он действительно, он невероятно толковый же. А хорошо. Ты знаешь, я всю свою жизнь очень часто останавливаюсь, работаю, конечно, понятно, но я останавливаюсь и вот прислушиваюсь. Есть этот попутный ветер в задницу или нет? И если его нет, я уже научилась как бы отпускать ситуацию. И вот как-то, по-моему, как я переехала в Германию, понимаешь, пошел попутный ветер в задницу. В том смысле, что удивительно, но в этой же школе оказался потрясающий факультет киномузыки. И еще какие-то начали происходить со мной вот истории. Представь себе, да, что вот все, мир рушится, не при Петре Ильиче будет сказано, и остается у тебя только один композитор. Бах. Все-таки Бах. Да. Почему? Ну, а после него уже все не так интересно. Это Глен Гульд сказал, это не ты. Да? Для меня, конечно, Шуберт, это, конечно, совершенно непонятно, как это, потому что если это начать разбирать с точки зрения музыкальной теории, да, или там как-то там, вот это все... А Шуберт что? Ну, все. Ну, вот если вот разбираешь его, Шуберта, какую-нибудь вещь, она простая, как будто бы детская пьеса. Ну, она так, ну, я не знаю, сейчас я буду играть, конечно. Ну, какой-нибудь... Ну, вот я не знаю, это все как-то так просто, это все там тоненько доминанта, в принципе, но, ну, как бы, ну, не знаю, ну, еще, конечно, когда там Соколов играет или Раду Лупу. Вот. А любимый исполнитель твой все-таки Соколов? Нет, Раду Лупу. Раду Лупу.
как тоже странно. Я училась у профессора Массингера, такой был потрясающий человек в Мюнхене. Он в 2011 году умер во время японского торнадо. Помнишь, было в 2011 году какой-то там... Цунами в Таиланде, Цунами, было. да. И он прям там на гастролях, это был для меня очень важный человек, и он был учеником Микеланджело. Вот, и я с ним у него там в какой-то момент училась. Прошлым летом ты начала работу над своим первым проектом для Netflix. Это называется «Улица страха». Да. Это трилогия. Да, как только я закончила страшные истории для рассказов в темноте Гильермо Дель Торо. Ты стала королевой музыкального саспенса. Ну, в некотором смысле. Хоррора, да. Но на самом деле процесс так как-то у нас хорошо был отлажен, что Марко мне прям сразу говорит, вот знаешь, мне предложили делать эту трилогию, давай с тобой вместе. Я говорю, давай. И поэтому тогда это еще была студия Fox это делала, потом, значит, во время пандемии всех передрязг и так далее, это перешло на Netflix. Режиссер картины Ли Джаник, она жена создателя Stranger Things. В общем, там какая-то такая своя. Опытные люди. Опытные люди, да. Для Netflix это первый твой сериал. Да, это первая вообще моя работа с Netflix. И сейчас вот странно, все как бы говорят, что Netflix, он как будто стал заменой, там, если бы ты стал синонимом знака качества. Fox, да. Там, или что-то такое. Да, эта история, она такая... На самом деле, когда я ее первый раз посмотрела, я не очень поняла, что она будет успешной. А действительно, сейчас это какой-то стал мега-хит. Одна история, разделенная на 3 фильма в разных эпохах. Первая в 1994 году, вторая в 1978 и третья 1666 год. Значит, хоррор. А ты любишь хорроры? Терпеть не могу. Но на самом деле, это действительно, когда я только начала писать страшные истории, у меня студия в подвале. И я так была, значит, нервничала перед началом этой работы, что я договорилась, что я детей отправлю на месяц маме. Значит, что мне надо вот именно тишина, чтобы как-то все это сделать, сдюжить. И я вот, помню, сижу одна в этом подвале, темнота наступает, я пишу страшную музыку, на экране какие-то тоже страшные происходят события. Мне было так жутко. Действительно, я такая думаю, после 7 вечера не буду работать. Решила я. И? Заканчивала, как солнце садилось, думаю, дальше я буду какие-нибудь сериалы смотреть просто. Но ты, может быть, не помнишь, но твой первый хоррор – это были ужастики «Маши и медведи». Да, это был Машины страшилки. Да. Машины страшилки, да. И я помню твою фамилию в титрах, как я подпрыгнула. Тут одно чудище, что все в чешуе, с головой щучьей и хвостом змеиным. Вдруг как хлопнет по катушке и рявкнет хрипло рыба. Разница между игровым фильмом, даже документальным фильмом, и анимационным, она же какая-то колоссальная в смысле музыки. Мне кажется, что у музыки силы больше в анимационном фильме. Возможно, да. Там больше, там, конечно, больше экспериментов можно проводить, и там нужна более филигранная такая как бы ювелирная работа, потому что понятно, что ты каждую секунду должен как-то менять это все. Но мне вот это очень нравится. Я думаю, что это мне... Работа после Маши мне помогла работать вот в жанре хоррор в Америке. Потому что я действительно, по-моему, хорошо владею вот этими резкими переходами и так далее. То есть я не то, что просто пишу красивую мелодию, а как бы я могу, да.
момент, когда впервые записывали твою партитуру, вот, значит, скрипка, вот оркестр, вот ты стоишь маленькая, тебе 19 лет, и ты видишь, что то, что ты написала на бумажечках, теперь записывается, и это уже на века, оно будет на пленке. Что ты чувствуешь? Для меня это все абсолютно, вот когда это начинает исполнять оркестр, и либо ансамбль, или просто даже один солист, это совершенно невероятное чувство, потому что, во-первых, это ты первый раз слышишь, что ты написал, по большому счету. Ну, как бы ты написал вот, ну, там на компьютере, понятное дело, у тебя есть какие-то эскизы. Но когда ты запишешь с оркестром, это совершенно по-другому звучит, и ты первый раз думаешь, ах, вот на самом деле, что я написала. В мире существует огромное количество фанатов именно киномузыки. Да, да. В России такого я не наблюдала, чтобы прям люди собирали саундтреки. Но считаешь ли ты, что музыка, которую ты пишешь, она отделима от видеоряда, к которому ты это делаешь? Та же самая картина Анна Каренина, да? Вот эта музыка, она отделима от того видеоряда или нет? Ну, как? Можно ее слушать без изображения? Ну, Она конечно, самодостаточна? можно слушать без изображения, но, понимаешь, это, опять-таки, вот, например, Исаак Осипович Шварц считал, что нету вообще понятия киномузыка. Он считал, что есть хорошая музыка и не очень. И неважно, как бы звучит она в фильме или звучит она в концертном зале, это как бы его была вот такая основная позиция. Я, в принципе, тоже так считаю. Поэтому как бы ты можешь написать музыку к фильму, и она будет действительно выдающаяся, она может звучать, и картину забудут, а музыка останется. А может быть, наоборот, что фильм очень хороший, а музыка настолько там средняя или какая-то, ну, знаешь, как-то так, то и никто, наверное, не будет это особо слушать. Если послушать отдельно, думаешь, ну, да, так как-то не очень. Музыка может испортить фильм? Нет. Она не может. Ну, как я действительно... Супер-пупер, вообще крутейший фильм, музыка говно. Бывает? Ну, мало кто это понимает. Знаешь, хорошо заниматься киномузыкой, потому что если фильм провальный, то никогда не будут ругать музыку, просто будут ругать фильм. Говорят, вот это полное говно, вообще смотреть не стоит. А если фильм хороший, и там даже очень, может быть, действительно средняя музыка, все будет, какая музыка потрясающая, вот до сих пор помню, понимаешь, ну да, такая в этом смысле есть как бы win-win situation. Да. В Одессе, мне кажется, музыка очень важную роль сыграла. Ну, мне кажется, вот Валерий Петрович, он так работает, ее всегда очень мало в картинах у него, как бы ее действительно... Ну, обычно мало, но в Одессе как раз-таки ее больше, чем обычно у него, мне кажется. Нет, у него не больше, ее там на самом деле мало, потому что картина идет 2 часа 10 минут, а музыки, по-моему, 20 минут всего. С другой стороны, если говно сочинено, и смысл. А если не говно? А если говно? И помру. Обидно. Она простая. Но она там вот на этот монолог хорошо ложится. Не всегда можно делать сейчас то, что хочешь. Если вокруг всем плохо, значит нельзя. Ты же отвечаешь за них, за своих. Не, я понимаю, так бывает, я знаю. Ты думаешь, сегодня можно? А завтра, Боря? Подумай, Боря, как ты будешь завтра? Насколько тяжело работать с Тодоровским? Не тяжело. Ну, слушай, это там один из самых успешных на сегодняшний день продюсеров, режиссеров, и, в общем, Слушай, человек большой знаешь, я тебе кинобиографии. скажу, что я вот много работала с разными режиссерами, но на самом деле, настоящих режиссеров очень мало. У меня, конечно, вот был первый режиссер, такой настоящий, Сергей Александрович, он прям фенотип режиссера. И Валерий Петрович тоже, он настоящий режиссер. Объясни, что такое настоящий режиссер? Кто такой настоящий режиссер? Ну, человек, который может вот все пространство вокруг, неважно, сколько в нем находится людей, какие эти люди, он как бы может абсолютно вовлечь и как бы подчинить своему замыслу. И мне кажется, композиторы на самом деле, как, наверное, я не знаю, может, актеры тоже могут вот очень точно определить, кто режиссер, а кто как бы не очень настоящий режиссер. Потому что
когда режиссер начинает говорить о музыке, да, он как бы вот могут сказать, вы знаете, нам нужна вот здесь грустненькая музыка, а вот здесь можно чуть-чуть повеселее, а вот видите, здесь главный герой целуется поромантичнее. Как ты можешь написать, погрустнее или поромантичнее? А когда ты с режиссером настоящим говоришь, он тебе не говорит таких вещей, он тебе говорит, он может рассказать историю жизни. И ты сразу понимаешь, что нужно, как бы у тебя абсолютно идет, он тебя так накручивает, и ты понимаешь, что нужно идти писать. Приведи пример. Ну, папа, конечно, вот с этим вальсом, который вот это. А потом там начинается, в общем, короче, вот это все. С Валерием Петровичем работать тоже как бы, с одной стороны, непросто, потому что он не говорит, давай погрустнее, а давай повеселее. Он и рассказывает, вот, например, он говорит, мне нужна тема невыносимая легкость бытия. Вот ты сидишь. Ну, как бы не... Это к чему он такое просил? Ну, вот сейчас мы работаем над этим сериалом. Вот у него была такая, как бы, первая, вот, говорит, мне нужна тема, как бы, назовем ее невыносимая легкость бытия. Вот ты идешь и думаешь, ну, ты как бы... Мне, в общем, я ее написала. Ну ты пока не можешь ее нам показать, Да, потому что еще кино еще не доснято, Да, не домонтировано, ничего. Из того, что уже вышло, приведи пример, когда тебе вот кто-то, тот же Тодоровский рассказывает историю. Ну, например, даже Одесса. Одесса же, это понятно, да, что это его эпитафия своему детству. Да, ну вот мы с ним это все, вот эти застывшие какие-то образы, вот это там бабушка, кормящая арбузом мальчик, это все его воспоминания. Мы очень долго пытались попасть в эту историю, и так как он не дает никакого референса музыкального. Не дает? Нет. Он как бы дает посмотреть кино сухое, без музыки. При том, что у него, конечно, есть какая-то версия с подложенной такой приблизительной музыкой, но он специально это не дает, потому что ты должен как бы, мы с ним вместе находим вот эту бинго. А остальные говорят, вот послушай, вот хотим мы приблизительно так же. Сколько ставка композитора в России и сколько ставка композитора в Америке? Ну да, что? Ставка всегда разная, но я должна сказать, что, конечно, там в Америке просто даже не в ставке дело, не в гонораре, а вот в каком-то вот в этой традиции отношения к музыке кино. Понимаешь, она там есть, там музыка кино, это важно. Но в любой независимой картине продюсер, вот он хочет, чтобы там был оркестр, у них будет деньги на оркестр. Вот, понимаешь, никто тебе не скажет, денег нет, давайте как-нибудь своими силами. В любой картине выпустят сами саундтрек. Вот здесь не выпускают сами саундтреки. Я все саундтреки, которые выпускаю, всего их там несколько, это все как бы моя инициатива. То есть, Подожди, послушай, мы знаем с традиции советского кино, где был композитор Овчинников, композитор Хренников, Шостакович, Таривердиев, там «Чертов ступе», про которых известно, про их отношения с Шварц, с режиссерами, и известно про то, какое значение музыка имела в кино, и как, например, там Лиознова с Таривердиевым долго и мучительно все это придумывали. А в какой момент это сломалось, и можно ли это как-то починить? Слушай, в какой момент это сломалось? Я не знаю, как оно сломалось. Я надеюсь, что оно не окончательно сломалось, но понятно, сейчас какая-то... Причем, мне кажется, сейчас, наверное, чинится все-таки. Ощущение есть, что что-то делается действительно хорошего качества и с какой-то вовлеченностью и продюсеров и так далее. Но меньше. Вот там, конечно, ты вдруг понимаешь, что ты композитор – это статус. А здесь вот я разговариваю с молодыми композиторами. Все как бы говорят, что ну как это, в принципе, вот этот получить, что ты создатель, что ты там наравне с там, не знаю, ну не с режиссером, но в общем ты находишься в, как бы сказать, да, в группе, так сказать, основных креаторов. Здесь это как-то не особо часто ощущается. Как здорово, что нас сюда впустили. Да. 80-канальный пульт. Это круто. Да, это круто. И ступени светятся вообще. Ребята, оно тепленькое. Класс. Ну, они приблизительно все похожи и в Америке, там, может быть, другие какие-то пульты и все. Ну,
И я записывала уже даже в Abbey Road. Ты уже записывалась в Abbey Road? Да. Но в этом году из-за того, что из-за этой чертовой пандемии пришлось по Zoom записывать в Abbey Road. Но, собственно, музыка игралась там. Хорошо. А чем запись в Abbey Road отличается от записи? Ну, только для меня как бы вообще возможности прикоснуться к великим. Ну, по отношениям, качествам, требованиям. Там, конечно, потрясающе звучит комната, инженеры. Ну, это такое, это уже как бы, ну да, это как такой миф, к которому ты хочешь как-то. Ты записал в Abbey Road, все, вы шаг. Что ты там записывала? Музыку к трилогии Netflix «Улица страха», которая сейчас какой-то стал мега-хит на Netflix. Вот. Я когда узнала, что будет запись на Abbey Road, я совершенно сошла с ума от восторга. На самом деле, когда я начала работать с Марко, первый звукоинженер, который с ним тогда работал, Джон Керлендер, он известный английский звукоинженер, который еще работал на белом альбоме Beatles. Ну, все, когда я его увидела, я просто... У меня все похолодели. Ну, он как Сергей Скрипка. Ну да, в общем, так и есть. That was K. Okay. 137. Right, 157. Yeah, I kind of like just play it немножко по-другому. You're talking about the cello solo, right? Yeah. Где вообще больше понтов, в Голливуде или на Мосфильме? Ну, на Мосфильме в широком смысле этого слова, в русском кино. В Лос-Анджелесе я заметила одну очень интересную закономерность. Чем дальше ты продвигаешься знакомишься с высшей и высшей лигой профессионалов, чем меньше, и даже практически никогда ты не встречаешь случайных людей. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, нет. Когда я приехала в Лос-Анджелес и начинается внедрение в эту, среду, тебе на пути встречается огромное количество пены, которые все время Это вот эти вот люди, да? Ну, как бы сказать, что они, да, действительно рассказывают, что вот, я выпускаю это, вот у меня Оскар, а тут, Грэмми на подходе. Ну, в общем, вот это все. И ты немножко шалеешь от этого, потому что имени ты этого никогда не слышал, человек этого не встречал, а у него все такой прекрасный шоколад. А когда я уже начала дальше работать и встречать продюсеров, таких как Гильермо Дель Торо, и те, кто с ним еще работает, это все настоящие, глубочайшие профессионалы, знающие абсолютно все в профессии, знающие про российский кинематограф. То есть я, когда с ними начинала вдруг общаться на какие-то темы, меня спрашивали, ты откуда? Я говорю, я из России. Он говорит, я был в Москве тогда-то, работал с этим, знаю того-то. И это совершенно как-то, с одной стороны, удивляет, а с другой стороны, ты понимаешь, что это не то, что их какой-то мир Голливуда замкнутый, а это действительно профессионалы мирового масштаба и уровня. Поэтому понты, я не знаю, мне кажется, и здесь, и там понты кидают какие-то люди, не имеющие на самом деле отношения к делу. А когда ты работаешь с профессионалом, зачем ему понты? Они же и так все с ними понятно. Ну, в чем ключевое отличие в работе и в отношениях русской киноиндустрии от Голливуда? Я бы сказала, что отличие в том, что в Голливуде есть индустрия, а здесь ее нету. И здесь есть отдельные личности, художники, режиссеры и так далее. Потрясающие и очень талантливые, но индустрии как таковой нету. А там индустрия работает как отлаженный механизм, понимаешь? Там на каждую профессию есть свой цех, я не знаю, художники по гриму, художники по костюму. У них в этих цехах есть сообщества, какие-то проводятся конференции, я не знаю, вот все, что ты можешь себе представить, что можно по профессии делать, соответственно, есть журналы, посвященные этой профессии, какие-то конкурсы, премии и так далее. И то же самое в музыке. Ты вдруг в Голливуде есть ощущение, что ты делаешь, это на самом деле кому-то интересно. То есть в России, когда к тебе приходят как к композитору, то
ты можешь услышать такой вариант предложения о работе, что напишите нам что-нибудь, но бюджета нет? Сплошь и рядом. А в Голливуде ты можешь такое услышать? Или это профсоюзные дела, тебе не могут такого просто в принципе предложить? Нет, я думаю, что на самом деле, если ты уже как бы профессионально, наверное, если ты какой-то студенческий фильм делаешь, то, возможно, такое бывает. Но если ты начинаешь работать, я уже делала вот студийное кино, я делала небольшую независимую картину, и вот сейчас я закончила работать для Netflix. Везде заложен определенный бюджет на музыку, который имеет возможность расширяться. Он не имеет возможность, как у нас, сужаться в процессе. А он наоборот, если ты вдруг в процессе понимаешь, что тебе нужно перезаписать, поехать в какое-то еще место, что-то, какого-то определенного исполнителя тебе нужно найти и его привести, на это находятся средства. И это, конечно, творчески очень, как тебе сказать, но это действительно стимулирует. Ты понимаешь, что у тебя есть возможности много чего попробовать. И это, это, в общем, подкупает. Когда твое имя впервые появилось в голливудских титрах, изменилась ли твоя внешняя жизнь? Ситуация изменилась, потому что со мной сразу же связалась какая-то толпа агентов, причем таких крутых. И я действительно буквально через месяц после выхода этой картины подписала контракт с самым лучшим агентством для композиторов. С таким некоторым чествованием композитора, там, конечно, дела обстоят немножко лучше, чем здесь, потому что все-таки там композитор – это некий статус, ты многоуважаемый творец, как бы, понимаешь, и художник. И такая некоторая разница, что вот выпускаешь там кино, тебе, значит, это, конечно, мелочи, но они какие-то такие важные, что с тобой, значит, выпускают твой саундтрек. И это все исходит не от тебя, да? С тобой начинают связываться. Говорят, мы бы очень хотели, мы написали такую прекрасную музыку, давайте мы, значит, выпустим саундтрек, давайте мы еще винил выпустим, давайте мы сделаем, значит, с вами какую-нибудь интервью, не знаю, что-нибудь, промоушен какой-нибудь и так далее. Потом, конечно, присылают всякие коробки от Netflix, такая корзина от этого такая. То есть, и это все, причем еще приносит деньги, да? То есть выпускают твой винил, выпускают твой саундтрек, и тебе приходят деньги. В общем, да, это, конечно, дополнительный некий заработок. А здесь, к сожалению, такой традиции нет, потому что фильм закончился, и он закончился. Никто тебе не предлагает выпускать саундтрек, если ты хочешь как-то его выпустить, должен сам запариться, все это сделать. И многие продюсеры даже, в принципе, не пишут смс-ку со «спасибо», а как бы так, ок. Бывает. И это, конечно, немножечко печальненько. Что может тебя заставить плакать из музыки? Под что может быть? Под Radiohead можно плакать, под Бьорк я могу плакать. То есть у тебя нет обязательства слушать только классическую музыку? Что, смеешься, что ли? Я слушаю все абсолютно, поэтому мне даже, в принципе, я не могу слушать музыку для удовольствия. Вот как бы хочу расслабиться, фоном, значит, попить бокальчик вина и послушать там какую-то пластинку. Это невозможно для меня. Потому что я просто ее все время анализирую. То есть я слушаю, думаю, вот какой интересный эффект здесь наложили, а тут вот смотри, какой интересный там у него там, фейсер и так далее. И все, как бы я начинаю работать. Что у тебя сейчас в плейлисте? Вот давай 10 того, что ты сейчас слушаешь. Слушаю Бах, Мессу. Слушаю Йохан Йоханссона много. Респектую. Я много слушаю Джонни Гринвуда. Я много слушаю всяких малоизвестных, на самом деле, композиторов в России, которые, мне кажется, они работают в Голливуде, и мне кажется, у них интересный саунд, там, Дэн Ромер такой. Он, кстати, сделал сейчас мультик «Лука». Да, а я не знала, что это он. Да, он классный вообще чувак, я с ним знакома, и делает интересные вещи. То есть я как-то слушаю, в зависимости часто, конечно, от того, над чем я работаю, понять, в каком я хочу направлении думать. Ты назвалась, на самом деле, всего 4. Давай 5-го я тебе прибавлю. Вдруг ты его слушаешь все-таки. Но мы с тобой когда-то про него спорили, мы с тобой давно знакомы, не будем врать. Да. Про Айнауди. Да. Ой, нет, у меня нет его близости, нет.
Сорян. Почему Айнауди среди композиторов считается попсовиком и, в общем, человеком недостойным того, чтобы войти в топ-10? Кого? То, может, Ни в кого. Да? Ни один композитор я никогда не слышала, чтобы кто-то про Айнауди что-то доброе сказал. Ну, я не знаю, ну, это сложно сказать. Ну, ты слышишь, что это фейк. Ну, вот ты как бы, если ты профессионал, ты вот слушаешь, и ты, в принципе, с трех тактов понимаешь, что что-то фейк, а что-то не фейк. Это не важно, простота, это новая простота, какая угодно. Ну, как это? Я не знаю, как это объяснить. Но вот я не могу его слушать. То есть я могу, если есть в картине, хотя вот как в картине в какой-то было очень хорошо он сделал музыку. «Отец». Там была очень хорошо сделана, но она как киномузыка была хорошо сделана. А вот эти концерты, что люди ходят, слушают, для меня это загадка, честно скажу. Ну, как-то, я знаю, что он собирает стадионы и так далее. Но то же самое, как я не понимаю, как можно в концерте ходить, слушать Ханса Циммера. Почему не понимаешь? Ну, я не знаю, потому что у него все композиции начинаются тихо на каком-нибудь, а потом начинают наращиваться, добавляются какие-то паттерны, еще оркестр растет, и все заканчивается на фортиссимо, и обрывается. И следующая композиция то же самое. И так весь концерт. Очень удобный кардиоритм. Да, кардиоритм. Для меня это все очень странно. Я думаю, сколько, может, 2 композиции может послушать, целый концерт. Но наверняка ты бы хотела быть еще и востребованным академическим композитором. Да, как хотела. Я, на самом деле, пишу концертную музыку, и мне кажется, что она получается у меня. Насколько она востребована? Или это неправильное определение? Ну, ты знаешь, что значит востребовано? Да, ее слышат. Меня очень много заказывают музыканты, которых я знаю, да, дружественные. В принципе, когда ее кто-то слышит в концертном зале, всегда говорят, а вы не могли бы мне что-нибудь написать или там еще кому-то что-то написать? То есть она востребована. Я не занимаюсь этим действительно так серьезно, хотя какие-то у меня были идеи начать писать симфоническую музыку и все. И я действительно этого очень хочу. Но это просто нужно все, очень большой промежуток времени освободить и, конечно, писать там параллельно 3 картины и симфоническую симфонию, это как-то, в общем, мне кажется, не очень серьезно. У меня есть несколько произведений концертных, которые я считаю очень неплохие. Это что? Ну, я написала произведение «Кадиш» для виолончели, струнного оркестра и поющей чаши. Оно действительно... Его даже слушала Софья Губайдуллина, и ей понравилось. Она, в общем, меня... Так что, честно, я думаю, что я могу писать хорошую концертную музыку, действительно. Твой муж – это виолончелист с мировым именем Евгений Толха, и у вас должна быть конкуренция амбиций. Он же виолончелист, я же не виолончелистка. Да, понятно, но ему нужно репетировать, тебе нужно музыку сочинять. И в кто этом важнее? Смысле? Конечно, он. Нет, как-то... Он любит сниматься, к сожалению, очень на виолончели. Вот. А я люблю писать музыку. Поэтому, конечно, бывают всякие ситуации, но... вопрос, у тебя каверсный. Вот как А тут сейчас как не скажешь, Ань, все равно везде будет плохо. Везде будет плохо. Мы как-то, понимаешь, не знаю, зато у нас тандем. Я пишу, он играет. Или он хочет работать, а я как раз записываю картину. Говорю, вот, пожалуйста. Ты живешь под одной крышей с человеком, который исполнитель. То есть ты живешь с Женей, который виолончелист. Да. И он должен, по идее, тебе вот так вот подойти и сказать: Ань, что? Напиши. Так я уже сколько написала им для виолончели, я уже устала писать для виолончели. Во-первых, ему я написала несколько произведений, которые он исполняет. Надо сказать. То есть, заработок в дому. Да. Но... Или мужу тяжело писать? Нет, вообще нет. Как пришел, даже вот
посмотри, это место, ну как, играбельное или не играбельное? Он говорит, нет, опять ты написала всякую... Нет, это хорошо, а потом я его записываю все время. Если что, нету бюджета на запись музыки, я говорю, хорошо, напиши для виолончели. Думаю я каждый раз. Как ты совмещаешь по-настоящему свою работу профессиональную и свое материнство? Потому что, все-таки даже, мне кажется, даже поэт может проговаривать про себя строчки и запоминать их, пока он делает механическую работу, связанную с маленькими детьми. Да. А композитор нет. Ну, во-первых, смотри, сейчас у меня началась даже какая-то пора, где я могу как бы похвастаться своей работой, моей дочери, например, 12-летней, которая сейчас вдруг, посмотрев эту улицу страха, вот она как раз понты серьезные начала кидать. Дальше, ну, вообще, конечно, вот эта вся история с совмещением, может быть, поэтому Исаак Шварц считал, что женщина не может быть композитором, потому что, конечно, это сложно, когда у тебя есть какие-то ну, понятно, что ты же детей никуда не задвинешь, и нужно и на кружок, и на, там, я не знаю, на спорт, и туда, и так далее, и школа. Тебя приняли в профессию? Все-таки композиторская такая братья, ну, мы не будем сейчас про Губайдуллину говорить, но в целом это довольно патриархальное общество. Девочка. Вот эта вся гендерная разборка, она как-то меня не очень интересует. Ты в нее не попала? Я в нее не попала. То есть я понимаю, во-первых, конечно, сейчас очень интересно вообще наблюдать со стороны. Это очевидно исторически важный момент сейчас происходит. Вот особенно в Голливуде, да, где там все это все меняется. Просто с треском вообще все традиции, сложившиеся до этого десятилетиями, рушатся. И совершенно создается новая эра, где женщины, этнические меньшинства или меньшинства? Маленькие этнические женщины. Маленькие этнические женщины. Сказать, что у меня был момент в жизни, что я почувствовала, что меня не взяли на работу из-за того, что я женщина, его не было. То есть меня не брали на работу, но это не было связано с тем, что я женщина, а если бы я была мужчина, то меня бы точно взяли. Мне самой нравится работать с мужчинами. Закидают помидорами или как. Но, конечно, тенденция меняется, потому что, на самом деле, когда я поступила в USC, университет Южной Калифорнии, на очень известную программу киномузыки. Там было 20 студентов на потоке, да, и я была единственная девушка тогда. И мне это ужасно нравилось. Это просто было совершенно... И я не могу сказать, что я была, на самом деле, одним из самых, так сказать, сильных студентов, потому что, опять же, я приехала из Европы, большинство было из Америки, и вообще, как бы, если говорить уже про образование, то, конечно, европейские композиторы, они прям, у них была сильная фора. И поэтому вот я как-то себя очень хорошо чувствовала на этом факультете. Хорошо, слышала ли ты в свои 19 лет, в 20 лет? В 19 ты лет кто вообще такая? Слушай, в свои 19 лет я вообще не как бы даже не задумывалась, кто я такая сама. Потому что здесь была другая история всю жизнь, когда я занималась фортепиано, что, несмотря на колоссальный труд, часы за роялем, вот это все, понимаешь, всегда любой успех какой-то минимальный сопровождался. Ну, понятно, она дочка Соловьева и Друбич. И поэтому, наверное, вот это меня больше волновало, чем она девушка или кто там. Я так поняла из твоих интервью, что ты не любишь Лос-Анджелес. Как сказать, я его люблю. Нет, он прекрасный город, и там много чего. То есть, как сказать, Лос-Анджелес не мой любимый город на планете. Но ты там живешь уже сколько лет? 10. Я там работаю. Я не мигрировала туда, я там работаю. Там есть масса каких-то ништяков, вот, но там сказать, что это там самый любимый... Ну, во-первых, это не город, его нету, города. Сейчас мы так договоримся, что и Америки не существует.
Нет, Америка... Почему? Нью-Йорк потрясающий город. Я очень люблю Нью-Йорк как город. Я прям вот сейчас недавно была на фестивале в Трайбека. И мне так опять понравилось. Я каждый раз туда приезжаю. Черт, почему же я не в Нью-Йорке живу? Вот. А Лос-Анджелес нет, города нет. Есть океан, есть природа, есть климат. И есть очень интересная работа, потому что она действительно там интересная. Там какое-то это имеет развитие. Понимаешь, как какое-то движение. И поэтому это интересно. А так, если бы не работать, я бы никогда не жила в городе Лос-Анджелесе. Музыка про Лос-Анджелес какая? Не знаю, какая-нибудь Леди Мадонна. Все, хватит. Да, это прекрасно. Видишь, это уже портрет. Москва. Какая музыка про Москву у тебя? Не знаю, наверное, какая-то музыка детства, какой-нибудь Битлз, не знаю. То есть не Глинка? Нет. Ну, я уехала из Москвы в 17 лет, а до 17 лет я была этим битломан. То есть я вообще битломан, но я помню, что меня как-то так потрясло, когда я первый раз услышала «Because», вот этот, который... Вы общаетесь с русским кругом в Лос-Анджелесе? У меня вообще очень узкий круг общения везде. А в Лос-Анджелесе он совсем минимальный, потому что как-то работа много времени занимает. Но у меня есть прекрасные друзья, например, Маша Машкова. Маша, привет. Маша Машкова, дочь Владимира Машкова. Да, вот ты видишь, как все журналисты. Вот я тоже даю интервью, все обязательно в скобках напишут. Дочка Сергея Соловьева, Татьяна Дробич. А она... Нет, я к тому, что вот она ребенок кинематографической семьи, как и ты. У вас должны быть общие травмы для обсуждения. Травмы, конечно. Хотя я должна сказать, я вообще среди всех своих подруг самая, так сказать, скучная, потому что все уже в этом возрасте начинают какие-то психотерапевты, вот это все разные тренинги и так далее. А потом начинают заикаться, говорят: Дробич, ты нормальная, с тобой неинтересно. У вас еще есть третья подруга. Да, Катя Яроцкая, конечно. Вот мы втроем это. Ну, у нас Машка, у нас знаменитость. Когда начался весь этот бум про женщин в музыке, женщин в кино и так далее, и в 2020 году Оскар получила за музыку Хильдур Донадоттер, как Гульнадоттер. А я тогда была номинирована на «Орла» и на «Нику». Тоже, между прочим, серьезные премии. Да, тоже серьезные премии. И тогда все местные издания начали писать прямо от профессиональных, крутых профессиональных до супергламурных, делать про нее материалы, про других женщин кино, и музыки, и так далее, и так далее. И я начала, мне стало интересно, я просто прогуглила и поняла, что на «Орла» и на «Нику» вообще-то тоже никто из женщин вообще никогда ее не получал. Ну и, по-моему, на «Нику» еще Земфира была номинирована. И я, извините. Вы Земфира. Да. А на «Орла» вообще никто никогда, вот, кроме меня. И меня даже как-то это удивило, что ни одно российское издание никакого, так сказать, даже слова не написали, что, знаешь, там... Вот. И потом я получила очень престижную премию BMI в Америке. И это была пандемия, и, конечно, все красные ковровые дорожки отменились, но мне приходит имейл, что мы вас поздравляем, вы получили вместе с Александрой Деспла, Джон Уильямс, и, значит, и вы, молодец, Анечка. И я еду с Катей, с Машей, собственно, отмечать это дело. Мы в бассейне. В бассейне. Пьете джус, оранжат. Ну, что-то такое, как бы пытаемся изобразить голливудский успех. И у нее был такой желтый красивый купальник. И мы начали как по пьяни друг друга фоткать и выкладывать в сторис, в Инстаграм. И дальше на следующий день выходит какая-то, не то что, я не помню, какой-то очень Грация или какое-то издание. Мария Машкова в роскошном желтом купальнике празднует победу подруги. И дальше там, значит, очень долгая статья про то, какой прекрасный пресс у Марии Машковой, какой красивый купальник, какой бассейн глубокий и так далее. И вкратце, да, она, значит, отмечает Аню Дробич, которая получила такую награду.
Вот, было смешно. Почему вы все втроем живете в Лос-Анджелесе? Я... То есть 3 русские девушки, сфера применения талантов, которых Слушай, она смотри. интернациональна, но вы выбрали Лос-Анджелес. Я нормально сформулировала? Во-первых, смотри, все эти 3 девушки занимаются в кино. Вообще вполне логично, если ты занимаешься кино, подумать, поехать, попробовать свои силы, набраться опыта в Лос-Анджелес. Это еще пока все-таки какой-то одно из ключевых, да, мест для кинематографа. Конечно, сейчас все очень меняется. Понятно, что, может быть, через какое-то время Лос-Анджелес будет вообще даже Нежелательная в России территория. Нежелательная в России территория. Но поэтому, наверное, мы встретились, потому что каждый занимается своим делом. И хочет это попробовать сделать там. Чем дальше ты находишься от России, тем по-другому тебе видятся ее проблемы. И у некоторых людей, наоборот, обостряется реакция на происходящее дома, а у некоторых людей эта реакция отсутствует. Им кажется, что это уже где-то очень далеко. Это очень сильно зависит от того, как ты относишься и к тому месту, где ты живешь, и как ты относишься к тому месту, где ты жил прежде. Ну, во-первых, я тебе так скажу. Я не живу в Лос-Анджелесе, а в России я уже не живу. Я действительно живу на два города. Затем то, что ты сейчас вот говорила про отношения, вот это все ты все время обсуждаешь, мне кажется, это все-таки свойственно людям, находящимся в эмиграции. Да. А я себя таковой не считаю. Я не уехала из России, потому что в России там как-то плохо или там не знаю что, а там хорошо, совершенно нет. И наоборот, живя там уже длительное время, я как бы могу абсолютно, мне кажется, здраво оценивать, что на самом деле не все так хуже или плохо в России, да, совершенно нет. Я уехала заниматься профессией. Поэтому вот эти все мигрантские разговоры, они как бы, ну, меня пока не занимают. То есть я могу сравнивать, я могу сказать, что, конечно, я вижу, что-то происходит, особенно когда я сравниваю индустрии, да, вот что-то там, например, сейчас, конечно, очень, к сожалению, чаще и чаще происходят ситуации, в которых там проекты, так сказать, на определенные темы, да, они, например, замораживаются, или люди сами себя вот как-то начинается такая культурная самокастрация, когда люди сами вдруг думают, а чтобы ничего не было, лучше давайте вырежем это, и вот это уберем, шуточку про это, и так далее. Это, конечно, очень все грустно наблюдать. А там этого нет? Я не встречала, нет. А это вот другая культура, когда давайте мы добавим женщину, давайте добавим афроамериканцев, давайте мы добавим тему инвалидности, чтобы это как-то было проходно. Это есть или это мы здесь себе придумали про то, что там Нет, есть? она, безусловно, есть, и в очень большом, конечно, масштабе, на самом деле, это происходит, и перемены. И я думаю, что это такой действительно важный исторический момент происходит. И очень интересно, как люди по-разному там себя ведут. И, конечно, на данный момент там белому гетеросексуальному мужчине вообще не весело. И тоже интересно наблюдать, как эти же белые гетеросексуальные мужчины реагируют. Кто-то, значит, возмущается, говорит, а как же так, а как же, значит... А как же я? А как же я? А какие-то говорят, правильно, все женщинам. Так нам и надо. Так нам и надо, мы такие плохие. И боюсь, что вторые уже, конечно, правее, потому что первые, видимо, еще не поняли, что лед тронулся. И, конечно, уже ситуация изменится надолго и может быть, навсегда. Если бы ты могла выбирать, кем бы ты родилась, мужчиной или женщиной? Женщиной. Почему? Девочки лучше. Может ли в России когда-нибудь быть президентом женщина? Думаю, не скоро. Очень не скоро. Если бы ты, так получилось, была бы президентом, какие бы 3 вещи ты изменила? Я бы изменила климат в России. Класс. Я голосую уже сразу. Вот. И все, только климат. Климат. А, то есть из-за климата и поменялось бы все остальное? Конечно. В целом я согласна. Милосердие или справедливость? Милосердие. Свобода или стабильность?
Свобода или стабильность? А в чем разница? Ну, когда свободно, очень часто бывает нестабильно. Ой, господи, наверное, свобода тогда. Правда или безопасность? Ну, я же женщина, конечно, безопасность. Мать. Любовь или карьера? Каверзный вопрос. Любовь.